Всем привет! Мы с вами сейчас приготовим очень вкусные шоколадные конфеты с черносливом. Для этого рецепта нам понадобится чернослив у меня 250 грамм, грецкий орех 200 грамм у меня и плитка шоколада 200 грамм. На водяной бане мы разогреем черный шоколад, окунем туда начиненный орехами чернослив, и когда шоколад остынет, получится у нас очень вкусные конфетки. Рецепт очень простой, занимает немного времени для приготовления, занимает только дольше времени для того, чтобы подождать, когда они остынут. Вот и все, давайте приступим. В кастрюльку мы налили холодной водички, можно сразу горячей, сверху поставили тарелку побольше. И сейчас я пойду разогревать водичку. Доводить до кипения, тогда буду сюда бросать шоколад. Пока мы ждем на водяную баню, когда вода закипит, это время мы можем использовать для того, чтобы начинить чернослив орехами. Насыпаем чернослив в тарелочку и будем начинять орешками. Вот так нам придется каждый орешек открыть. Чернослив у меня очень мягкий, прям очень. Поэтому я не буду его заливать кипятком. Сразу буду начинять орешками. Если у вас чернослив же такой твердый, то вам придется его залить кипятком, накрыть крышкой, пускай он немножко постоит. Вот так. Сейчас насыплю орешков и буду начинять. Вот столько чернослива у нас получилось с вами. Орехов пошло очень мало на эту начинку. Чернослив, да, весь мы использовали 250 грамм, но орехов пошло, наверное, грамм 50. Даже не 100. Сейчас у меня вода уже закипела. Будем шоколад растапливать на водяной бане. Итак, я растопила шоколад на водяной бане. Вот такой он у нас получился, жидкий. Теперь мы будем окунать по одному наши конфеты будущие, наш чернослив. И выкладывать мы их будем на силиконовую поверхность. Или же на фольгу можете, если у вас нету. Вот так. Немножко пускай стечет. И опять сюда. И так один за другим будем повторять эту процедуру. Шоколад пахнет очень вкусно. Рецепт очень простой. Мне кажется, его классно сделать с детьми. Дети любят участвовать в таких блюдах, в таких рецептах. Особенно конфеты им нравятся. Вот так.
У меня уже слюни текут. Так, подвинем сюда немножко. Вот столько у нас с вами получилось шоколадных конфет. Теперь эти конфеты можно убрать в холодное место, пускай они остывают, засыхают и становятся твердым шоколадом. Желательно, я выклала все эти конфетки на такой силиконовый подносик. И убрать его можно или в холодильник, или на балкон, или просто оставить так, если у вас нету возможности куда-то переложить в холодное место. Или морозилку можно, но морозилку надо иметь тоже большое такое место в морозилке, чтобы оно быстрее остыло. Или иначе оставить так, но только времени побольше займет остывание. Шоколада, я думала, нам не хватит, но шоколада хватило, еще даже немножко осталось, вот. Так что шоколада достаточно. Значит, у нас пошло 200 грамм шоколада на 250 грамм чернослива и где-то 50 грамм грецких орехов. Итак, у меня осталось немного орешков грецких. Так я взяла и окунула в шоколад, который остался, и тоже выложу вот так. Сами орешки в шоколаде. И будет тоже такое вкусно. Вот так, по одному. Когда остынут, будут тоже вкусные конфетки такие маленькие. Потому что орехов у нас осталось много, шоколад тоже растаял. Остался немножко, куда же его девать? А так вымешали вместе и получились конфетки номер 2. Все, теперь тарелка пустая. Орешка у нас еще осталось немножко. Но зато мы придумали, куда использовать шоколад, который остался растаянный. Теперь осталось ждать только, когда остынут наши сладости. Итак, вот такие вкусные конфеты с черносливом у нас сегодня получились. Посмотрите, как они выглядят в разрезе. Видите, такие сочные. Ничем не отличаются от конфет с магазина. Давайте я попробую кусочек. Очень вкусно. Просто тает во рту. Смотрите, сколько у нас получилось. Так что пробуйте. Готовьте конфеты по моему рецепту. Хочу сказать одно. Вот я переложила эти конфеты в холодильник, потому что так ждать на столе, пока они остынут, пришлось бы, наверное, очень долго. Поэтому я их переложила на тарелочку и сразу в холодильник. Так что если вы будете готовить, то сразу выкладывайте на тарелку, которую вы будете сервировать, чтобы потом не перекладывать. Иначе много шоколада еще останется на поверхности, на поверхне другой. Вот. Еще орешки хочу сказать. Орешки тоже очень вкусные получились. Сейчас попробуем орешек. Очень вкусно. Если у вас останется шоколад и орехи, просто перемешайте орехи с шоколадом, вытяните на тарелочку и все. И будет как другие конфетки. Так что в одном рецепте двое разных конфет получилось. Вот так, приятного аппетита!
Спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, которые конфеты самые ваши любимые, которые вы сами делаете. Мне очень интересно. Спасибо.